Это Гоша Карцев и Гоша Карцев. Мы давно не записывали с вами обзоры, я даже голубой фон не видел 100 лет, и я по вам соскучился. А вы по мне пишите в комментариях, ну потому что нужны просмотры, комментарии, лайки. Сегодня мы посмотрим, в чем будут ходить мужчины этой зимой, так сказать. Поэтому, если хочешь опередить тренды, не переключай канал, потому что это обзор на мужскую неделю моды с Гошей Карцевым. Пиу! Начнем мы с Алекса, управляет Мэтью Уильямс, посмотрим, что показал он нам. Предлагает футболку меховую надеть на кенгуруху. Ну, хорошо. Пиу! Меховая футболка. Такое изобретение интересное. Приняли. Красные тапки из замши. А я не знаю, как к этому относиться. Никак и не буду. Одежда для дома, как будто бы половина коллекция. Меховые наушники, это что, или сумка? Непонятно. Вот эти вот я видел ботинки, он показывал, они из пластика отлитые. Ну, отлитые. Красно-белое, черно-серое. Все за миллион рублей. Все, собственно, и закончилась коллекция. Диор мужской посмотрим. Вот Диор очень хочется посмотреть. А я видел его тоже. Я его видел, я обманул вас. На самом деле, я думал, что я ничего не смотрел. А нет, этот Диор я не видел. А какой я Диор тогда видел? Я видел круизный Диор, где все ходили вот с такими штучками. Ну или какой-то Dior, мы напишем здесь. Но вот этот Dior я не смотрел. Это да, уже новая коллекция. Сапоги резиновые, товарищи, в моде. Котелок завяжется. Котелки в моде по версии мужской коллекции Dior. Очень плохо все дела у нас, плохо. Штаны с лампасами это хорошо, потому что у меня их навалом. Головные уборы потрясающие. Ну что вот это такое? Dior на нем еще написано. Ну а такую же рубашку можно самим разрисовать дома, ребята. Берем акварель там по ткани и пошли фигачим. Неинтересная коллекция совершенно. Но креативный директор просто разрывается. Он сейчас еще начал Fendi управлять. Там вообще сложно чуваку работать. Поэтому в целом, претензий мало, наверное. Dolce & Gabbana. Я не люблю бренд этот, потому что Стефано расист. Они надоели делать золотое, расшитое, все одинаковое, но раньше бренд был культовым. И у них была вторая линия DNG, которая на самом деле всегда была круто застилизована. И сегодня я посмотрю это шоу, потому что я видел мельком в Инстаграме, и мне понравилось, когда что это старый Dolce & Gabbana 2007. Вот интересно, вернулись они или мне показалось, что они вернулись? Потому что DNG это все, понимаете, про Филиппа Киркорова. Но в целом, судя по тому, что я уже начал смотреть, это в принципе все про Филиппа Киркорова. Пуховик вот есть в виде надутого леопарда. Интересный пуховик. Вот это Дольче старая. Леопардовые космонавты. Парни накрашенные на подиуме в Dolce & Gabbana. Что-то какой-то прорыв, да? Они хотят вернуться опять в тренды. Но это реально, вот так они делали 10 лет назад, это очень круто, потому что они очень заигрались вот в эти нарядные, расшитые платья в цветах. А вот это уже пободрее будет. Это, в принципе, уже как будто бы чуть-чуть и модно. Ну ничего, интересно, смешно, даже как будто бы и неплохо, но нехорошо, прям идеально. Дрис Ван Нотен, любименький. Что нам предлагает Дрис Ван Нотен? Не поверите, бежевый тренч. Это же мы так давно не видели. Бежевый тренч, черный тренч, синий тренч. Гетры какие-то. Бежевый костюм, рубашка в полоску. Вязаные костюмчики. А это какой-то, видите, кардиган, у которого нет задницы, потому что, так бы-то он за коленями мы могли его смотреть. Встреча выпускников в центре реабилитации. Это похоже на это. Обычно. Ничего нового. В целом у нас это уже все есть. Зато вот осталось гетры только докупить, и мы в моде. Ей-богу. Фенди, значит. Гетры, шерстяные носки. Тренд. Товарищи. В центре реабилитации только побогаче каком-то, побогаче. Ну, что могу сказать? Цвета приятные, вещи. Не понимаю я, зачем шорты нам стеганые. Сумки как были, так и есть. Ну, все. Хермес. Тоже. Зачем смотреть? Но посмотрим. Но вот здесь я быстро пролистаю, потому что Хермес это всегда скукотес, дорого и бессмысленно, и это покупать не нужно. Только Биркин, и то, если у вас денег жопой жуй, как будто бы вот на метро проехать, если для вас такая же покупка, равноценная поездке в метро. Вы поняли, что я хотел сказать. Вы там сами додумаете. Полное можно не смотреть. А может быть, кстати, когда вы уже смотрите это видео, моя одежда уже доступна в продаже. Жиль Сандер сняли лукбук, показ не делали. Что написано? Мазер.
Хорошая подвеска, мне нравится, люблю такое. Бусы на тренч. Опять сапоги резиновые, да? Мятный, черный, кожа. Что написано? Мазер. Опять Мазер. Мазер Фазер. Мазер Фазер. Мазер Фазер, вот такой есть значок у них. Систер Бразер тогда должен быть, опять Мазер. Ну, смешная подвеска, надо мне такую хотеть. Снято на пленку, сколько можно на пленку снимать. У Рогова такой сейчас есть кардиган, покупайте на Рогов шоп. Ботинки мне нравятся. Сзади картина с бахромой. Придумали дизайн такой. На пальто бахрому пришьем. Ну, короче, что мы видим? Ничего, забыли. Луис Вуиттон. Вот что уже наконец-таки началась мода нормальная у нас, друзья. Тут что-то шума было вокруг коллекции. Будем смотреть с вами видос, потому что я не видел, я до последнего терпел, это очень сильно хотел посмотреть. Значит, что, сначала луки смотрим, потом видео смотрим, потому что мне так проще. Держатель для кофе Луи Виттон, я не знаю, видели вы это или нет. Газета Луи Виттон, тоже стиль, кстати. Ботинки, казаки с золотым мыском, удивил. Юбка, брюки, это мы любим, уже 15 лет. Это что, чехол для зажигалки, это, да? Ну, как бы дожились, 2021 год, а мы опять делаем чехлы для зажигалки. Вот человек-камень. Ой, тренч в пол. Это красиво, но это не носить, конечно, но то, что плащ может быть в пол, это вообще шик. Держатель для кофе Louis Vuitton, это, конечно, стильно. Нужно быть очень богатым, чтобы у вас это уместно смотрелось, потому что если я буду носить такое, сразу же будет понятно, что я нищеброд. Серебряный плащ. Джинсы вонючие, застиранные. А, вот же, это самое главное, друзья, что хотелось посмотреть. Это куртка. А что это такое-то? Куртка с достопримечательностями Парижа. Такое мне нравится. Я не знаю, как это, конечно, кто это будет носить, но это смешно. Хотя бы видим какой-то дизайн, ну, потому что не бежевый тренч и синий тренч, а хотя бы тренч в пол. Про что коллекция? Мне вообще непонятно. Типа ковбои, путешественники. Вот. Дом Манхэттен. Фу. Куртка Манхэттен. Это вообще кто будет носить-то, интересно? Ну, прикольно. Можно на себе сразу же показывать, где ты живешь. Или куда тебе ехать. А вот у меня такая юбка, кстати, есть. Все закончилось, хочется видео очень посмотреть. Потому что говорят, что там какая-то там перформанс. Знаете, что мы видим в видео? Человек едет в снегах и куда-то приезжает. Идет, у него пристегнут серебряный, значит, чемодан к руке. Куда-то в горах он идет. А долго это идти? Что-то говорит? Не на русском. Вот иногда Virgil хочет казаться очень умным и заложить много смыслов. И это я перевожу сейчас. Ему, мне кажется, попроще надо быть. Не казаться умным, а им быть. На коньках человек из арки с чемоданом шел по Кавказу, вышел к нам. Сидят люди на диване. Интересно, газеты будут продавать или их просто так делали, типа как декор? Louis Vuitton, газета Louis Vuitton. Ну, что-то хочется промотать, конечно, ребят. Это, короче, какой-то видеоперформанс с каким-то очень глубоким смыслом и главным действующим лицом. Времени сейчас это смотреть нет, потому что это пытка. Вот, говорят, опять там он что-то скопировал, не скопировал, да кому это вообще волнует, ребята? Ну, коллекция, хотя бы не скучная. Ладно, Луис Вуиттон, ну, такое. Прада. Родная, друзья, Раф и кто? Миуча. Главные люди в моде наши, дорогой. Что-то там все солись кипятком. Что мы видим? Вот до сюда нужно теперь поднимать. Так что, мы сейчас так и сделаем. Вот. И мода. Вязаный... Это вязаный... А как это даже называется? Знаете, вот уродское продаются, дома люди ходят зачем-то с капюшонами. Уанзи это называется. Есть по-русски название? Кенгуруха со штанами. Как называется? Вы поняли. Вот, пожалуйста, теперь это модно. Какой? Или это разные вещи? Это штаны? Нет, это уанзи. Оверсайз бомберы. Ну, потрясающе. И что все солись кипятком? Красивый зеленый бомбер, нравится. Берем. Вот бомбер берем. Если кожаный дорого, денег не хватит, но все равно красиво. Ой, есть такой же другого цвета. Красиво. Бомбер супер. Берем. Бомбер. А зачем так задираться? Пальто. Ну, смешной прием стилизации. Бомберы классно, перчатки бессмысленно, цвета красивые, а уанзи меня не устраивает. Все, посмотрели весь показ, ну, обосраться. Ветименс. Наверное, это жгут. Ого! Рубашка для катания на мотоцикле. Интересно. Форма для регби, американского футбола. Человек надел панду на себя и руки засунул в штаны. Пальто в пол. Короче, очень длинное пальто. Тренд. Fashion is my profession. Это как вот на Праде они так ходили, друзья, чтобы у них красиво так все было, может, там заколото. В пиджаке еще можно кататься и играть в баскетбол. Присел человек. Купидона нет.
Think will, well... Ага, понятно. Ну, короче, кроме того, что есть очень длинные пальто, я пока не могу обоссаться от восторга. От кутюр они почему-то начали писать еще на своих бейсболках. Питон. Я только что избавился от питоновой сумки. Ну, вот как так. Vetements, если честно, надоел бренд. Гвасаля for Vetements. Это смешно, кстати. Потому что до этого такая была Balenciaga. Гвасаля for Vetements, такой футболка мне нравится. Посмотрим, что мы еще не посмотрели. Во-первых, очень сильно хочется посмотреть Celine, про который все пишут уже 2 дня подряд. Пишут, или 3. Мне кажется, что это бренд, который сейчас главный. Красиво все. Про что коллекция? Современная интерпретация Game of Thrones. Не смотрел ни одной серии. Только с молодыми парнями. Фотки-то можно где-то заполучить? Ну, что-то красивое, но фотки лень искать, поэтому, ну, панк. Ну, такой топ-шоп 2007 года, но это я люблю. Мы как бы 7 фоток реально в интернете, 7 фоток и видео. Ничего больше нет. Подробности позже везде написано. Ну, ладно. Так, что еще нас интересует? Лаева. Coverage, collection. Сидят люди на ступеньках. Штаны. Очень Рогов пишет, что хочет эти штаны. Панк. Классический. Я вам говорю, что панк в моде, ребята. А я, так сказать, не вру вам никогда. Леева, свитер на свитер, пришитый, хорошо, 3 штуки в одном. Ой, это как Анютины глазки, подвеска в виде Анютиных глазок. Берем, нравится. Анютины глазки как принт. А вообще, что Анютины глазки растут не в России? Я думал, этот цветок только в России популярен. Обувь отвратительная. Обуви пока, кстати, вообще нигде не было. Нормально даже у Прада. А, надо Рафа Симмонса еще посмотреть. Ну, это уже хоть что-то, да? Такой панк, хиппи, бомж, больной немного, из психбольницы. Все в одной коллекции. Подождите, это еще только 30 луков из 70 посмотрел. 59, 60, 62, 63, 64. Закончили. Слоева. Рикоунс там сделал какой-то коллабу с Конверсом. Сделал им квадратный нос. Трусы с сектантской звездой на платформе, маски. Ходят они опять по... Лестница в моде, кстати, друзья. Реально комбинезонные в моде, товарищи. Цветной Рикоунс, мягкий, приятный, удобный. Выглядит комфортно, как будто бы. Очень широкие штаны. Нравится мне, что он как будто бы уютный. Короткие пиджаки, видимо, тоже в тренде будут. Трусы. Бедные парни, холодно же, наверное, было. Все, с Рикоунсом разобрались. Ну, Earl. Earl — это новый бренд, который начал продаваться в Dire Straits Market, и в нем гоняет реально Канье, Бибер, и раскупает тут же вещи, в которых он появляется. Стоит недорого. Кстати, есть на Farfetch, по-моему, он еще. Но размеры все очень маленькие. Ну, вот такая вот коллекция. Опять все удобненько, вязано и для дома. Ну, потому что все готовы к тому, что мы еще 100 лет в этом коронавирусе будем жить. Ну, давайте будем наблюдать за этим брендом, потому что очень он быстро набирает оборот. Самые хиты у них были пуховики. Я думаю, вы их, возможно, видели на Канне, но на всякий случай вот вам фотка, чтобы вы поняли, про что мы. Ой... Какая-то. Balenciaga. Ну Balenciaga, я надеюсь, вы все видели, они сделали презентацию в виде игры. И там есть смешной тренд на рыцарей, потому что там есть ботфорты рыцарские и ботинки рыцарские. И это, мне кажется, прикольно. А в целом там тоже ничего невероятно нового вы не найдете, кроме самой подачи коллекции. Вот это один из любимых луков, как из широких дырявых джинс торчат почему-то рыцарские доспехи. Но это смешно. Все остальная одежда, ну, как всегда. J.W. Anderson. Капуста. Капуста, друзья. И капуста. Ну хорошо, капуста так капуста. Все можем себе позволить, друзья. Да, и, кстати, если вы забыли, капуста. Цветная капуста. Я ору. В моде капуста, чуваки. А такие фотки у меня в инсте, кстати, есть. Ей капуста. Патиссон. Аграрная коллекция. На дачу едем, снимаем то же самое. И грядки прополим, и фэшн сделаем. Капуста, кабачки, тыквы. Все. Просмотр коллекции осень-зима 2021 закончен. Тренды следующего года. Вот так, значит, задергиваем, во-первых, рубашки, пиджаки и прочее. Цвета, ну, какие-то там не супер ярко выраженные, на самом деле. Намеки на панк, намеки на 2007 по-прежнему. Эмори, там всякие готы. Пальто, чем ниже, тем выше поцелуя. Штаны, джинсы очень плохие, ну, такие, знаете, прям с рынка. Вот джинсы с рынка, очень много было джинс с рынка. Чего нового мы увидели? Да ничего. Гетры еще были, гетры были. Ну и тыквы, конечно же. Тыквы, патиссоны и капуста, друзья. Ну что, поздравляю вас с годом капусты. Я надеюсь, что вам понравились эти показы так же, как и мне.
Не забудьте написать свое мнение, какой ваш любимый образ в комментариях. Пожалуйста, подпишитесь на канал, лайк, шер, коммент, подписка. Давно не говорил вам, потому что Чик-Чик — это канал Гоши Карцева. И вы меня спрашиваете, почему я обзоры не записываю. А на что обзоры? На капусту? Аж сопли полезли. Капусту обозревать. Ну я что себе на помойке нашел. Я желаю вам приятного вечера. Это был канал Гоши Карцева, и я Гоша Карцев. Я, кстати, капусту не очень люблю, друзья. Я в целом могу сказать, не люблю капусту. Но не будем отчаиваться. Впереди еще кутюр, женские недели моды. Надеюсь, нас там удивят. Bye!